Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Город.ua. Предыдущий видос, который я снимал на воинах, вызвал такой, знаете, небольшой резонанс в комментариях и все такое. Говорят, что она была не особо объективной и много там было в ней нюансов. Давайте сейчас вот попробуем еще раз записать воинов. Как бы это я поставил цель, а как оно будет приходить, уже, вот, знаете, неизвестно. Против меня здесь есть отличные маги, вот Зевс плюс Джакира. Также против меня здесь есть Темпларка, отличный персонаж. И для того, чтобы сыграть, соответственно, мне на воинах, мне понадобится инча в тройку. Я надеюсь, что она, конечно, придет мне заранее, а не так, как обычно, знаете, к раунду 25-му в троечку. Потому что зачастую оно таки бывает, что мне не везет больше, чем везет. Поэтому как-то так. Смотрим. В общем, цель поставил, играю как обычно. Смотрим, как оно будет приходить. Чтобы сыграть на воинах, мне нужен 7 уровень. На 7 уровне мне нужна Энча, Дум, Джаггер. Ну и третий воин я посмотрю какой. На самом-то деле желательно, чтобы Кунка пришел. Но это я уже как-то, знаете, слишком многого хочу. Спасибо, Лина, что ты закастила в лоу хпшну. Ты просто молодец. Вот просто всем бы таких магов. Вот просто Гендальф отдыхает. Вот просто вот есть такой маг. Ух ты, ё. Сюда, конечно. Так вот, есть такой маг под названием Гендальф. И, как мы видим... Ладно, ей в баню, я не хочу. У меня настроение из-за тебя пропало. Так, это мы берем по-любому, потому что мы будем усиливать себе Джаггера с его крутилочкой. Мана плюс 40 есть. Еще бы гида со старта пришла, было бы вообще шикарно. А лучше всего, чтобы пришел гоблин. Вот этот в двойку, желательно 2. Ну и закаточная машина, естественно. Куда ж без этого. Как-то так. В общем... Немножко голова, конечно, болит, но это уже, знаете, дело такое, третье. И к каточке она пока что не относится. Пока что голову берем. Броня плюс 6 хороший предмет. Я не спорю, да, вот я его возьму. И на самом-то деле Discord я дам Эгиде и сделаю как-то вот такую вот расстановку. Но я, знаете, я бы даже хотел сделать немножко другую расстановку. Против меня, я вижу, Гриттер уже собрался тут один. Маги дракона будут собираться здесь, и маги дракона, скорее всего, будут собираться здесь. Хотя, на самом деле, чувак уже перестроился с Гриттеров, поэтому сейчас посмотрим, как оно будет происходить вот сейчас. Так, Джаггер у меня постоял АФК, понял, спасибо, молодец. Какая сладкая булочка у меня, а? О, как он может, а? А ваш так Джаггер может? Не, ну на лоу хп, кстати, выжил неплохо. Вау. А что это за такой Новый год у меня? Вроде бы сегодня день рождения, по итогу что? И Марси пришла, и 2 эгиды пришло. Так может у меня сейчас эгида вообще в двойку соберется? Так я буду только рад. Собирайся. Давай, может мне вообще сейчас орки придут. А что тут по оркам можно собрать? На самом деле здесь можно боги-орки собрать через Джаггера. И в принципе играть очень даже красиво. У чувака 2 Джаггера. Ага. Я себе взял 5 уровень чисто из-за того, чтобы у меня было 2% на фиолетовую фигуру. И сейчас я буду максимально упарываться в инкам. И посмотрим, естественно, что с этого выйдет. На самом деле, знаете, я немножко сделаю как-то вот такую вот расстановку. Сейчас объясню почему. Смотрите. Джаггер посередине, накидываю Дискорд. И эти по 2 краям будут бить. Не в одну цель, а по 2 краям. И это очень сильно. Кстати, классная легионка сэвэдила весь урон. Благодаря своему щиточку. Ну и хрона, естественно, на всех до того, как Джаггер у меня раскрутился. И легионочка, естественно... А, ну и гида, как всегда, закастила прям, ну, в цель, как мы видим, да? Ладно, это норма. Ну, тут чуваку просто реально хорошенько фартануло. Будем на это, как бы, скажем так, склоняться. Но на самом деле тут не ему фартануло, а просто мои, ну, хорошие люди у меня. Молодцы. Видно, что работает усердно, оперативно. Ладно, я забираю свои назад слова, поэтому Дискорд тебе, и я надеюсь, вы вдвоем в одну цель хотя бы закастите. Я буду очень рад, что это именно произойдет в одну цель, а не в какого-то третьего. По поводу овертанка, на самом-то деле, я хочу все-таки собаку закинуть. Так, Трентуха, я тебя возьму.
Я тебя возьму. Во, отлично. Вот так вот лучше уже. Вот так вот я, наверное, и оставлю. Наверное, все-таки это была моя ошибка, что я поставил гиды по разные стороны. Лучше пусть они там вместе будут. Там, кенты, там, сестры, братья, не знаю, кто вы там друг другу. Нужен ли мне Лиза? На самом деле, зачем мне нужен вообще? Нужен ли мне два вот этих вот орка? На самом деле, не особо они мне даже нужны. О, кунг-фу, понял. Понял, братишка. Против меня будет кунг-фу, поэтому играть будет, наверное, максимально сложно. И что мне, как мне вот выпутаться из этой ситуации против кунг-фу? Вот как мне выпутаться против этой ситуации? На самом деле, можно было бы на убийцах сыграть. Хотя можно было бы просто реально орки. Немножко шаманов. Богов. Че, убийц взять? Можно убийц реальный ваншот от челов просто. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, классно. Одна гидка туда улетела, вторая туда. Чисто по разным сторонам решили погулять. Не, ну когда тебе кунг-фу со старта приходит, это довольно-таки сильно, кстати. Ну, на самом деле... Можешь продать орка. Пока не поздно. Ну, боги неплохо приходят. На самом-то деле, в принципе, если Джаггер закерю, то я бы мог сыграть через орков плюс богов, так как есть еще и Зевс. Плюс есть этот паренечек. Просто не уверен, что мне будет сейчас идти вот так же, как сейчас приходит. Вообще я бы шестой взял. Я возьму сейчас вот так вот немножечко и возьму сейчас шестой. Чпуньк. Хорош. Вот так вот мне нравится. Вот так вот я люблю, когда происходит. Отлично. Все, сейчас шестой уровень. У меня шанс фиолетовую фигуру. Ух ты. А вот это уже, знаете, когда другим уровнем попахивает. Есть цветка, но здесь нет цветки другой. И играть через такую цветку я могу поплатиться. Есть 4 орка, в принципе, хорошо. Тут Макс собирается, но на самом деле, значит, реально можно было бы попробовать орков плюс... Ух ты, ё, бабка под гритерами, это будет вообще песня. Цветы. Можно было бы... Ну, давайте посмотрим. Может, мне сейчас цветы будут хорошо приходить. И я, может, как-то цветок забузю. Через орков смогу сделать ее. И она будет у меня прыгать под предметами. Там будет просто неплохо так разваливать. Ну, это может быть. Ну, посмотрим. Потому что чистый урон никто не отменял. А цветы дают чистый урон. И это, извините меня, ну, не хухры-мухры. Давай, дискорд. Отлично. И накиды свой способен. Бам! Испепелил. Просто порезал. Еще и кабанчик есть. Не, ну кабанчик это хорошая тема. Сейчас бы гидка в двойку пришла, была бы вообще песня. Не знаю, цветку не хочу скипать. Может под богами реально попробовать ее забузить будет. Вау, 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 вау. Боги, орки. Ну, блин, и цветка пришла, и скипать не хочется. Цветка просто реально очень сильная. Может на лицо так напрыгать, что тут нет цвета пятерочки. Давайте так. Богов сейчас нет? Нет. Убираем. Как боги будут, поставим. Но сейчас богов нет. Значит, и как бы 20 монет мне больше нравится. Плюс 96 хп. Мне очень нравится такой билд. Я бы еще что-то взял отсюда, но... Блин, на цветки как же они красиво смотрятся. Чистый урон. Ладно, оставлю пока. Я просто в замешательстве, продать ее или нет. Тут еще и гоблин есть, плюс одна монетка. Но я не верю в него сейчас уже. Слишком поздно гоблин мне приходит, поэтому не верю я в него. Ух ты. Какое усиление. Ладно, извини, все, тут точно орки. Орки-боги, тут стопудово. Так, парень, ты сюда. Ты сюда. И что мне тут? Ух ты, какой бред. Скип.
А лучше не мог ты придумать? Ладно, боги-орки. Боги плюс орки через эгиду и Джаггера с этим шаманчиком. Я по-любому его в троечку буду апать, потому что если я его соберу в тройку, у него чистый урон, огромный сайленс на все лицо. Поэтому его скипать я точно уж не буду. Это очень сильный персонаж. Спасибо, кстати, Джаггер, что ты смог закрутиться пораньше немножко. Боже, как я обожаю, когда Тинкер кастует свои ракетки, и в это время мои ребята просто берут и перепрыгивают его все ракетки. Вот такая тема. Еще и винстрик ему сбил. Вот такая тема. Мне нравится. Еще бы Джаггер в двойку пришел, было бы вообще белиссимо. Но нет. Вот этого паренька я точно не буду собирать в троечку. Хотя... Жалко, кстати, этого нету. В общем, Джаггер тройка, Шаман Лавы тройка. Эгида, в принципе, неплохо будет. Его можно закерить, кстати, в тройку. Кстати, по этому поводу можно вот этот вот предмет вообще скипнуть. Плюс армор. Минус армор. 3 предмета. Ладно, понял, ребята, я вас услышал. Кстати, вот так вот поставлю, потому что эгида посередине будет кастовать свой дискорд, и все в радиусе будут получать тендюлей. Это гритеры. Вау, классно. По всем только что сработал невероятный щит от гритеров, и поэтому что? Поэтому он мне сейчас собьет винстрик. По-любому так и будет сейчас. По-любому. Просто, насколько он только что лакер был, вот этот парень. Ну, давайте не будем парень, потому что здесь девчонки тоже. Но какой же лакер этот игрок? Вот просто вдумайтесь. Он всем моим провесил сейчас дебаф от... Боже, цветка прям, ну, идет. Короче, смотрите, насколько он лакер. Он провесил всем моим героям дебаф, оцепенение, в тюрьму, как угодно назовите это. Просто всем. И потом еще и хрону сверху накинул. Игра не зависит от рандома, игра зависит от скилла. Ну ладно, что ж. Жалко, кстати, здесь Хана нету. Жалко, еще Джаггер в двойку не пришел. Опа. Ну кому? Серьезно, ему? За что? Ну он же хороший человек был. Так, Агри, пора наагрить на себя. Поздно. Так, всех заагрил. Дума раскрутил. Тут покрутил. На суммаль кабанчик. Еще кабанчик. Кабанчик. Ну не... О, кабанчик, отлично. Кабанчиков я люблю. Жалко, мне второго тира Рок войны не выпал. Было бы прикольно. С Рогом войны у меня бы скорость атаки вот этих ребят просто было бы на космическом уровне. Так, сюда вот это мы вот возьмем. Я бы уровень уже брал спокойно. Ну, блин, если придет этот парень, то почему нет? Хотя, не, он лишний слот занимает. Не люблю я в единичку этих персонажей. Я бы апал вот троих. Вот этого и вот этого. 3 идеальных персонажа. На самом деле, я бы очень сильно хотел, чтобы ко мне уже пришел гид в двоечку, как-никак. Тут уже 6 магов паренька собрались. Ну, кстати, бабка в гритерах сильная. Кстати, я вот не заметил один момент. Дискорд дебафает гритеров. Если Дискорд не дебафает гритеров, это... это абуз. Вау. Меня тут вынесли. Ладно. Или кабанчик все-таки затащит. Чпунь. Кабанчик затащил. Вот это вот сильно, я понимаю. Не, но Чилу там на гритерах очень хорошо везет. Реально на лаке. Хорош. У него не сильные персонажи, но просто реально он на хорошем лаке сейчас. Красиво. Не спорю. Я поставлю, наверное, немножечко богов. Хотя зачем они мне нужны? Ну, хотя в данном случае тоже пусть будут все равно боги. Это намного поприятнее будет, нежели их не будет. Правильно? Под богами смотрится все немножечко веселее. Привет на видео. Да, привет. Привет. Да. Ну, посмотрим, как на видео. Я надеюсь, мне удастся на видео. Можно мне гида в двойку сейчас привет? Я хочу наныть, пожалуйста. Гидочка в двоечку. Ну, зайка, ну давай. Пора. Порадуй меня. Порадуй. Ну. В двоечку. Уже пора. Уже пора.
Уже пора. Уже пора. Кстати, жрицу света немножечко бафнули. Теперь, когда она накидывает свое заточение, ее можно бить, но на 50% меньше урона будет давать. Как бы... Опять ты! Ну что ж ты так идешь хорошо? Вот понимаете, я еще скуплю, но в жизни потом не придет. Ну это как закон подлости. Ладно, Джаггер пока мне не особо нужен. По той лишь причине, что он уже немножечко слабее, чем мне хотелось бы. Что тут мне придет? Ух ты! Шар бездны, броня и обезруж. Шар бездны, конечно же. Я думаю, объяснять здесь нет смысла. Почему шар бездны? Почему не броня? Вот, ну, я показываю, да, вот по этому причине, и по этой причине, и по этой причине. Ну, то есть тут 3 причины, почему я взял не шар бездны. Ой, шар бездны, а не что-либо другое. Немножечко богов у меня есть, как бы, минимальная КД тоже есть. Так, давай агри на себя, пора, отлично. Кабанов насумонь, пожалуйста, побольше, побольше. Хочу шаман лавы в троечку. Не, ну это красиво. Не, ну как же ему хорошо там идет. Я не... Ну, ему реально очень хорошо идет. Я хочу просто посмотреть, он берет уровень или не берет уровень. Что у тебя тут? Ага, ты берешь уровень. А почему ты берешь уровень? Ты перестраиваться собираешь? Да, он, скорее всего, будет перестраиваться, но непонятно во что он там будет перестраиваться. А это уже интересно. Интересно. На самом деле можно будет и 6 воинов сделать, если сильно захотеть. Можно будет найти итем на богов и сделать еще 6 воинов сверху. Вот, я тоже хочу Джаггера, алло. Тут меня вынесли, к сожалению. Тогда удачи, надеюсь, будет интересная игра. Спасибо большое, спасибо тебе большое. Так что передаю тебе привет. Спасибо большое. Я отвечу своему подписчику. Спасибо большое. Надеюсь. Позже отвечу. Вот. Надеюсь. Надеюсь, действительно, так и... Я же заговорился. Видишь, что бывает, когда отвечаю на комментарии. Вот. Надеюсь, так действительно и будет. Мне тоже самому очень хочется, чтобы эта игра была очень даже интересной и очень красивой. Ну, надеемся, что не разочарует эта игра. Ни меня, ни кого-то другого. А там уже будет видно. Кстати, воинов нет смысла ставить. Поставлю вот этого паренька. Будем ману откатывать. Его апаю, его апаю, его апаю. Мне бы сейчас Джаггер в двойку пришел. Я бы на самом деле вот этого паренька скипнул. Ну, Акса. По-любому буду, наверное, скипать. Потому что, ну, как бы... То, что он придет, мне, конечно, ну, в какой там может не прийти? Большой, небольшой? Ну, вряд ли мне придет. Огромный. Вот минус Эгиды в том, что когда кто-то помирает, Эгиден скилл просто тоже кастуется в никуда. Вот это огромный минус. Кстати, я не понимаю, он 9-ю хочет взять? А, он взял зверя себе, обалдеть. Сильно. Но мне нужен уровень по-любому. Жалко, Грангеральт мне до сих пор не пришел. Было бы очень хорошо. Котел в двойку. Маг-дракон против него. Вот все-таки неплохо то, что я против магии себе сделал немножечко. Тут есть еще Марси, как бы. Я, наверное, даже вот так вот хочу сделать. Боги, конечно... Если было бы у меня 4 бога, я был бы с большей уверенностью, что вот этого паренька бы я вынес. Но он тоже, он в уровень идет. Он не апается, он берет уровень. Да, он 9 сегодня. Он потом, наверное, перестроится в кого-то. Других у меня догадок просто даже нету. Вау. Боже, какой кабан сильный. Очень сильный кабанчик. Опа, сюда. Отлично. Так, погоди, а почему я его поставил, а не поставил? А, вот почему. Все, я теперь услышал, почему. Мне не хватает немножко. Я буду брать уровень, с уровнем будет полегче. Мне нужен 10-й. Все, я похоже знаю, что он будет делать. Он, скорее всего, в синергию Киры перестроится. В будущем он перестроится в синергию Киры, и против Киры мне надо будет что-то делать. А вот что делать, я
Пока вот понятия не имею, вот что. Как-то скорость атаки, ну, на самом деле, только перестраиваться. Плащ-невидимка, хорошо. Только если перестраиваться. Возможно, мне придется кого брать. Тут есть Хускар, в принципе. В принципе. Кстати, почти у меня фулл орки. Можно было бы вообще фулл орку поставить и чувствовать себя прекрасно. Есть обезоружь, есть отхил. И два этих предмета очень... А, ну, кстати, наверное, отхил. Хотя, ну, безоружь просто мне не особо нужен, а вот отхил мне понадобится. Отхил мне понадобится. Так, что у нас тут есть? Есть хп, есть блинк. От магии я, в принципе, как-нибудь там, ну, у меня защита будет. Шар бездны у меня есть чисто для того, чтобы всех вокруг и дефать. Так, ты... Если упадет мне, в принципе, божественный артефакт, я бы мог выставить себе 6 воинов еще сверху. Шесть воинов мог бы выставить сверху, так как в идеале. Но все мы знаем, что в идеале зачастую не получается, поэтому придется что-то думать. Нужен 10-й. Раз маг, 2 маг, 3 маг. 3 мага, 1 гриппер. Так, он тоже себе берет 10. Но сейчас я должен с ним попасться по-любому. Нет, пока еще рановато, по всей видимости. О-о-о. Так, ну кабанчик имба. Это мы видим, это мы знаем. Кабанчик имба. Так, благодать Дроси тоже имба, как мы видим. Так, Агр тоже имба, как мы видим, да? Просто заткнул человечка. Ну, посмотрим. Там, я так понимаю, он реально в 10 берет. Да, он все 10 буду брать. Но это, в принципе, не ошибка 10 взять. Мне вот цветка идет. Может, мне реально на всякий случай взять цвет... Не, ну он в гритерах вроде как будет через Марси. Хотя персонажа у него, ну, честно, не очень. Да. Он апгрейдится уже. Ну, предметы тоже так себе. Ну... Посмотрим. На самом деле мне нужен Зевс вместо него. Будет даже очень хорошо. Скоро должен и попасться этому киткату. Очень даже скоро. Ой-ой-ой. Хорошо, что там немного было урона. Если бы я сейчас весь урон себе возвратил, вот это вот было бы песня. Кстати, есть же еще один орк-суммонер. Я хочу этого орка-суммонера вместо Джаггера, этого Акса. Не понял. Себастьян, ты чего прервал? Я не... Алло. Нельзя так делать. Это мой был винстрик. Чё? Офонарел? Не, я этого человечка накажу. Ты шо? Это был мой винстрик. Не его. Куда он лезет? Кстати, сейчас фул... 9 магов. Вот куда ты лезешь. Ну вот как раз против тебя у меня есть Джаггер. Магического сопротивления у меня куча, и плюс у меня будет еще Джаггер сверху. Ну, парень, жди, готовься, я к тебе приду. Так что брей ноги, я в дороге, как говорится. Знаете вот такую фразу? Так, Агри. Хорошо, что ты агришь. Я не помню, тоже боги, почему у него вечное сало на мне? Что за вечный сайленс по мне? Китаец этот. Нет, а почему у него вечный сайленс? Я не понимаю сейчас. Почему у него вечный сайленс? Немножко выйду из инкама, чтобы у меня 10 уровень на следующий раунд был. Чтобы я смог себя полностью бустить по максимуму. Понимаю, кого он керрит и почему он Марси не керрит. Вот этот момент не понял. Тут 9 магов, вот это... Ух ты, Зевс. А можно мне Зевс придет на 9 раунде, а? 9 воинов. Ух ты. Не, ну 9 воинов это тоже поздно. Поздно 9 воинов собирать. Я не понял, каким образом у него так много сайленсов было. Так, ну вот Гриттер, кстати. Ну, тут Гриттер уже понятно. Книжка. Вот, кстати, сюда книжку. Чпуньк. Просто кабанчик мощь. Кабанчик сила. Суммоню кабанчиков.
Чпуньк. Не, ну я если что в магов перестроюсь тогда. Если вот такая вот пляска пошла, то... Да иди сюда, цвет, ладно уже. Ух ты. Ух ты. Не, ну зверь будет пол бить вечность, только кого? Тут магия. Ну нет, зверь не подойдет. Минер пришел. Вот это вот тоже песня. На самом деле, я бы вот этого шамана лавы закерил, был бы, сделал бы ему БКБ, если он в тройку у меня будет, там будет сайленс на всю область просто. Ничего с ним не сделаешь против него, точнее. Сайленс на все лицо там будет. Бесполезный этот предмет, надо его скипнуть, кстати. Какие предметы мне нужны вообще? Вообще мне нужны предметы 4-го тира, чтобы там, ну, допустим, божественность упала, я бы тогда смог себя защитить. Я бы мог одного бога скипнуть, может морских бы просто ходить, не, ну, на самом деле такое себе. Если у меня будет Джаггер, то на самом деле мне нужны просто предметы на урон. Джаггер в тройку если придет, то мне просто предметы на урон нужны. Безумная маска, спасибо. Очень полезный предмет. Очень полезный предмет. Прям чувствуется полезность, ребят, да? Спасибо, Джаггер, кстати, что ты пришел очень вовремя. Ты прям, ну, красава. Вот всегда бы так вовремя приходил бы, и проблем бы вообще не было никогда в жизни. Честное слово. Да, ребята? Ух ты. Ух ты. На самом деле, самый сильный предмет это небесный щит. Но я возьму бессмертие. Гидка пока у меня маленького уровня. Ух ты, кстати, шаман лава тут тоже. Там 9 магов, и в принципе, если Джаггер у меня вечно будет крутиться, то магов я разберу без шансов. Мне бы БКБ упало, я бы мага вообще вынес бы без шансов 100%. У него не маг-дракон, поэтому... Ух ты! Какой хороший предмет, кстати, мне упал. Этот предмет просто идеально к нему подходит. Ух ты, Джакира. Так, ребята, иди сюда, все. Гуляй. Сумоны это круто. Люблю сумоны. Ладно, ты вот и то, что я говорил, купил я только что 2 персонажей, они мне вообще не шли. Кстати, как... Ух ты. Что-то у меня сегодня на ух ты прям пропирает. Ну, посмотрим. На самом деле, я в действительности 9 магов просто буду раскручивать Джаггером. Поэтому я не просто так его взял. Жалко, взгляда Азеса нету. Ну, кстати... А это что за фишка на магов дракона пошла? Так она всегда такая была. Она, по-моему, никогда не была не фишкой. Кстати, мне нравится вот этот зверь, потому что он может контролить гритеров. То есть он берет под контроль гритера и начинает его полбить. Вот это вот тема. Маг-дракон, он всегда был хорош. Всегда. Ну, не было такого еще, наверное, патча, чтобы маг-дракон был плох. Наоборот. Всегда была тема, когда маг-дракон просто был испепелял все и вся. Поэтому я не знаю, почему так пишет, спрашивает, что за тема на мага-дракона пошла. Всегда была. Реально всегда была. Я не видел еще ни одного патча, чтобы маги не были метой. Просто магов легко контрить. Он еще не на все... Ну, у него не супер сильные маги, если честно. Если объективно говорить, в действительности, то у него не суперсильные маги. Тут фулл бог маг будет, походу. Но еще и... Ай-яй-яй, он Джаггера скупает, это плохо. Мне Джаггер нужен. Ну, кстати, еще минус в том, что... Пак работает над Джаггером. Это очень плохо для меня. Видите, стан даже проходит сквозь БКБ. Ну, зато магов я дефаю просто не... беспощадно. Бум, минус 19. Жалко суммонов нету. Жалко мало суммонов. Так, надо
Надо обузить Инчу. А Инча решила не приходить. Понял. Выбор очевиден. На самом деле лучше бы я забузил этого демона в троечку. Очень сильно помог бы мне. Почти в тройку собрал вот этого паренька. Когда я его соберу в тройку, там будут такие неистовые просто... Ой, ребяточки. Наверное, даже так сделаю. У Зевса, кстати, 40% своего родного сопротивления магического. Своего родного, прикиньте. То есть у него сейчас 90% сопротивления будет под моим бафом. Ну, кстати, Себастьян. Давайте посмотрим. Оп, все, я пошел крутиться. Все, давай, Мак, что ты сделаешь мне теперь? Ну чё, как решим вопросик? Кручу, верчу, запутать хочу. Я тебе еще в ответ посумоню. Сюда. Мой винстрик. Ты там моего Джаггера скупал, но это тебе месть, дорогой мой. Это тебе месть. За то, что ты скупал моего Джаггера. Ну, и скипать Джаггера, кстати, я тоже не могу. Да ты издеваешься надо мной, или что? И вот этого парня я тоже не могу скипать. О, боже. Ладно. Гриттер в тройку, обалдеть. Темпларка. Но Джаггера скипать не могу, мне Джаггер нужен. Объективно нужен просто. Ну, мага я сейчас как бы вообще тут кручусь, верчусь, мне все равно на него. Против этого мага. На самом деле, если мне маска 5-го тира еще упала, было бы вообще идеально. Что мне выпадет там? Давай, БКБ. Опа. Давай, вот следующий... А ты О, наконец-то, спасибо. Во, то, что я хотел. О, раз, два. Раз хороший предмет, два хороший предмет. Я бы мог одного бога заменить на кого? А на кого мне заменить еще одного бога? На воина? Это без толку на воина. На мага? Маг такое. Ладно, я возьму алое сердце. Я в алое сердце верю немножко больше. На самом деле, вот этот предмет тоже тебе, а этот тебе. И мана плюс 40 сюда. Хотя лучше в Зевса, наверное. Хотя Некромикон, наверное, был бы сильнее. У меня же суммоны просто лютые. Ну, алое сердце есть. Все, хрона пошла. Там темпларка. Ой-ой-ой, какой там огромный гриттер. Кстати, он меня вынес. А он меня вынес. Вот это вот жестко. Ну, тут сильный гриттер, короче. Короче, был сильный гриттер. Был сильный гриттер. А вот теперь, мне кажется, я совершил ошибку. Лучше бы я суммоны сделал. Вот, знаете, есть такой момент. Просто Джаггер у меня маловато. Этот еще не вырос. О, ну посмотрим. На самом деле, гида в тройку придет, там вообще без шансов будет. Есть один момент, то, что я мог бы себе сейчас забузить Джаггера немножко. Так, понятно. Ну, тут мага я и так, думаю, без шансов разваливаю. Без КД его просто буду крутить, вертеть. И ничего сделать со мной не смогут. Ну да. Так, ну вот маг-дракон его выносит, это хорошо. Точнее, маг его выносит, это хорошо. Это мне нравится. Деритесь там между собой, разбирайтесь. Деньги у меня есть, у меня пока все, в принципе, более-менее неплохо. Хекс там тоже есть у чувака. Но у меня есть, ну, кстати, этот предмет не скидывает хекс.
Но благо у меня есть защита в виде бессмертия, алого сердца. Ну, в принципе, есть чем защититься от тебя. Нирвана, превращение. Вот, кстати, это нужный предмет. Я сюда поставлю. Точнее, паренек. Так вот попробую, может. Мне просто надо, чтобы Грит остановился туда и сразу в Нирвану эту бил. Так, отлично. Сейчас, кстати, по-моему, немножко... Да, все, тут я его выиграл, без шансов. Удачи, братишка. Хотя там чистый урон есть, я еще... Или нет? Или не у? А, не у, то он все предметы перекинул туда, и все, давай, щиточек, пока. Все, Джаггер, крути, верти его. Крути, верти, говорю. Тут теперь он выиграл его, тут я выиграл. Ну там просто он хроно плохо поставил, поэтому я его выиграл. Мне бы теперь Джаггер, чтоб тройку пришел. Шаман Лабы пришел в тройку. И я был бы доволен. А, ну и Гида в тройку, чтоб пришла. Я бы был бы втройне доволен. Темпларка, конечно, сильная. Спору нет. Мне нужен будет щит отражения, по-любому. Да, сейчас наступит тот этап игры, когда мне действительно нужен щит отражения. Точнее, уже, наверное, наступил. О, понял. Это тоже хороший предмет. Маска на отхил. Сейчас буду хилить и хилить. Нет, 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 нет. Живи, 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 сладкий. Живи. Живи, сказал. Хорош. А то я сейчас уже думал, что мне все. Ну, пасочки. Но оказалось, что не пасочки. Хорош. Чем меньше у меня хп, тем я сильнее. Ребята, вы что забыли? Кстати, тут опять киткат вылетел. Но игра, кстати, была на тоненького, несмотря на то, что уже 35-й раунд, а Джаггера у меня до сих пор нет. Есть Хускар, но я на самом деле не особо Хускара хочу. Спасибо, что усиление небольшое пришло. Ладно, парень, ты тоже иди гуляй. И гиды нет, ничего особо нет. Имеем то, что имеем. На самом деле, не знаю, у меня есть как бы магическое сопротивление это, но только что, как мы видели, что я мог откиснуть. Мне бы БКБ какое-то. Текс есть, кстати. Но БКБ было бы намного приятнее, как по мне. Пока парень себе темпларку не нашел. Ух ты. А, ну тут бабку он закерил. Это ошибка. Бабку закерить это ошибка. Вдруг, кто не знает, когда она использует свою способность, вот эти вот 8 тычек, которые она дает с уроном 150. И сколько бы вы ни бустили ей урона, она все равно будет давать 150. Но тут как бы она на дебаф максимально нацелен, парень. Дебаф так дебаф, в принципе, окей. Мне-то что? Это ж ваша игра, не моя, правильно? Надо немножко сролиться. Ну, помоги. О. Хорошо, Кира. Все предметы. Опа. А вот этот предмет мне нужен. Этот предмет мне нужен. На самом деле, боже. О, вот так, отлично. Все, автопокупка. Автопокупка. Будем сейчас играть весело. Сыграем в игру. Насколько сильный у меня стол. Против меня 9 магов с Джаггером, с обалденнейшим Зевсом. Да, Зевс очень сильный там. Вообще, спору нет. Тут сначала надо вынести вот этого парня. Ну тут... Ну, кстати, тут посмотрите, сколько у меня хп просто. У него 5200 хп. То у меня просто сейчас крутиться, вертеться будет. Ну вот, короче, ребят, я вам рекомендую, никогда не керьте бабку, особенно предметы, и не давайте на урон и все остальное. Но не бустит урон. Но не бустит он урон. И не будет бустить урон. Вдруг кто не знает, не надо этого делать, ребят, это ошибка. Мало людей об этом знают, но теперь, я думаю, чуть больше будет знать.
Тут чувак тоже откис. Хорошо, все, мне нужен шаман лавы теперь. Делай, что хочешь, я тебя все равно испепелю. Испепелю ты даже, ну, себе не представляешь, насколько сильно. И переживу, и испепелю, потому что хп у меня просто миллион. У меня миллион хп. Ничего ты со мной не сделаешь. Кстати, я возьму вот этого жреца, на самом деле, по обузю. Давай попробуем. Куча магического сопротивления. Что? Простите. А как он Джаггера в тройку себе наролил? Вот сейчас я этого теперь не понял. То есть у него... Ладно. Услышал. БКБ так БКБ. Не. БКБ. Какое МКБ? Мне нужно БКБ. Себе засуньте вот это вот. Опять обезорушу. О, кстати, Джаггер... точнее... Давай. Я в тебе верю, Джаггер. Выйди из этого состояния и начни крутиться. Ну начни крутиться ты уже, дядя. Просто ну дурак. Ну дурак. Не знаю я. Давай так тебе уже сделаю. Хочешь? Только крутись, я тебя прошу. Это уже просто смешно, понимаете? О, все, давай, покеда. У меня теперь Джаггер на вечной крутилке, давай. Сейчас тебя раскручу просто по полной программе. Ты еще не знаешь, с кем ты связался, сладкий. Сюда иди. На! Сейчас, если я БКБ найду, мы вообще поговорим с тобой просто на таком легке, что ты диву даваться будешь. Я таки не понял, каким образом ты, конечно, так сделал. Как ты Джаггера нашел вообще в тройку. Для меня это вот, ну, просто нонсенс. Наверное, спасибо, что, кстати, Зевс мне реально на лицо не накинул сейчас. Хотя мог. Еще как мог. Но будет БКБ, я вообще без шансов не буду носить, скорее всего. Нужно просто БКБ. Зевс, конечно, это хорошо. Ну, как говорится, БКБ приятнее. Вот, шар бездны, кстати, еще один. Сейчас в Зевса засуну. БКБ. Спасибо. На, вот хочешь тебе на. Хочешь, вот на тебе еще предмет. Понятно. Ну давай, под БКБ ты меня точно не тронешь. Все, давай, пока. Аривидерчи, бай-бай-бай. Покида. Как хорошо все-таки. Джаггеру вообще моему все равно. Крутится, вертится себе. Там Челси тоже что-то пытался сделать. Но не вышло, не вышло. Бывает. Бывает, как говорится. Минус 5. Но у меня хп там, конечно, много. Боже, куда я спешил? Ты дурак, куда ты спешил? Вот объясни мне, куда? Ну, дурак. Ну, боже мой, дурак.
Ничего не буду кинуть. Хотя... Тебе отдам вот так. Зевс все равно больше будет жить. У него как-никак 73% сопротивления. Ну, вдумайтесь. 73% сопротивления. При 9 магов. То у него он вообще сейчас их ощущать не будет. Ну, Джаггер-то вообще понятно. Там нету никакого против ХП регена. Просто посмотрите, тут разогналась Лина и ничего не может. Пам. Минус 5. О, сюда. Усилимся еще. МКБ мне не надо. Я бы такой, чтобы скипнуть еще парочку предметов. На самом деле, это хороший предмет. Алое сердце, рефрешер, доспех экзорцизма. На самом деле, доспех экзорцизма можно скипнуть. Я это и сделаю. Чтобы у меня просто чилы сейчас его испепелили. Бам! Чел поближе поставил, просто смотрите. 75%. Доспех экзорцизма, но, как мы помним, он не спасает от хикса. Бам! Бам! У меня Джаггер потихонечку всех скручивает там. Пока-пока. Ну, как говорится, не то, чтобы мне грустно, но мне не грустно, к слову, совсем. Как-то так. Но катка была очень красивая, на самом деле. Она была очень достойной, очень хорошей. И несмотря на то, что у меня был отличнейший винстрик, у этого паренька были все шансы меня победить. У него просто не очень предметы, как на керри. И там не было ни одного взята Зеса, чтобы закерить, ну, просто вынести моего Джаггера. И я считаю, все-таки у моего Джаггера были шмотки немножко покруче. Не знаю по поводу Алого Сердца, насколько оно было импактное, но БКБ уж точно было. Ну, еще Гриттер, кстати. Там уже 50 на 50. Повезло, не повезло. И минус Гриттера в том, что он реально какой-то бред собирал. Без обид, конечно, к этому пареньку, ну бред. Бабку керить это полный бред. Темпларку нормально. Хускара тоже более-менее норм, но не уже в такой ситуации. Хускар как минимум двойку должен быть. Куча легендарных фигур, которые реально ему не нужны. Ну, кто я такой, чтобы судить, правильно? Я не проигрок, но я говорю свое мнение лично. То, что вот эти вот персонажи, сборка не айс. Вообще не айс. Ну, а маг, кстати, хорош. Реально хорош. Богов собрал. У него почти вечный Джаггер был. Интересно, если бы он собрал себе 4 бога, у нас бы Джаггер вечно крутился его. Но если бы он убрал бы 9 магов, у него шансов вообще бы не было. Потому что вот этот Шаман Лавы его просто стер порошок. Я бы закинул вот эти все предметы в этого Шаман Лавы, он просто из-под сайленса там не вылезет. Не вылез бы от слова совсем. Ну, как-то так. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк. Обязательно ставьте комментарий, потому что ваши лайки и комментарии помогают продвинуть мои ролики в тренды. И нас, соответственно, становится намного больше, потому что уже 1090 подписчиков. Хотя недавно было уже 1000. А так, ребят, кто не подписан на канал, подпишитесь, потому что цель 5000 подписчиков. А еще есть телеграм-канал, где я веду личный блог, пишу информацию по игре, и у нас там есть чат комьюнити, где мы все общаемся, поэтому если вам это интересно, подписывайтесь на телегу, она закреплена в комментариях. Всем удачи!